Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. В этом кратком описании эпизода и трейлере история приближается к переломному моменту, готовя к краху всей системы, а не только отдельных личностей. Возможность взять на себя заботу о сиротах заставит Эшрефа столкнуться с судьбой, от которой он бежал годами, и это столкновение вызовет глубокую бурю внутри Эшрефа. Наследие Якупа Бабы, осиротевшие дети из его района и коррумпированная система Кадира будут тяжело давить на плечи Эшрефа. Приняв это бремя, Эшреф станет фигурой, определяющей не только свою жизнь, но и судьбу всех окружающих. Взяв на себя заботу о сиротах, Эшреф не станет героем, но втянет его в необратимую войну. События на стороне Нисан доведут историю до самой мрачной эмоциональной точки. Смерть Афры, откровение Эркана и выяснение роли Динчера в этих смертях шаг за шагом втянут Нисан в круговорот мести. Нисан перестанет быть просто свидетельницей или жертвой, она превратится в женщину, решившую сама вершить свою судьбу. Взяв в руки пистолет, она понимает, что это может привести к тюрьме, но она будет верить, что боль и чувство вины того стоят. Если Нисан застрелит Динчера, это будет не просто смерть человека, а полное уничтожение невинности Нисан. Попытки Эшрефа защитить Нисан на этом этапе окажутся недостаточными, поскольку Нисан больше не будет нуждаться в защите. По мере того, как система Динчера начнет рушиться, он станет еще более жестоким. Чувствуя себя загнанным в угол, Динчер будет предпринимать все более опасные шаги, чтобы уничтожить улики, заставить замолчать свидетелей и посеять хаос. Он попытается вырваться из ситуации, разжигая конфликт между Кадиром и Эшрефом, используя хаос в отеле как возможность для побега. Однако каждый шаг Динчера будет делать его более заметным и привлекать все больше внимания со стороны государства. По мере того, как прокурор Сельма расширяет расследование, путь к отступлению Динчера будет сужаться. Со стороны Кадира опьянение властью достигнет своего пика. Деньги, которые он раздает сиротам, установленный им террор и казни на короткое время заставят Кадира почувствовать себя неприкасаемым. Однако эта власть породит страх, а не лояльность, и страх станет главным фактором, подрывающим авторитет Кадира. Появление Эшрефа на политической арене, его открытое обращение к сиротам и заявление о том, что этой системе придет конец, пошатнут авторитет Кадира. Стол, установленный в отеле, хотя и будет выглядеть как демонстрация силы со стороны Кадира, на самом деле превратится в сцену, где он готовит свою собственную смерть. Конфликт между Кадиром и Эшрефом выйдет за рамки простой ссоры между двумя старыми друзьями. Этот конфликт станет взрывом прошлых ошибок, незавершенных дел и подавленного гнева. По мере нарастания напряжения, возможность полицейского рейда перевернет все с ног на голову, и риск возвращения Эшрефа в тюрьму станет реальной угрозой. Чикдем поймет, что ее прошлые действия, вместо того, чтобы защитить Эшрефа, бросили его в огонь. В этот момент противостояние совести Чикдем углубится. Тяжесть жертвы Эшрефа ради спасения собственной карьеры и жизни станет для нее тяжелым бременем. Появление видеозаписи, связанной с Эрканом, и показаний, данных прокуратуре, вновь поставит под угрозу свободу Эшрефа. Чикдем заплатит за свой выбор между справедливостью и личной выгодой с глубоким сожалением. Открытие Эшрефом того, что разыскиваемый им информатор – это Нисан, станет одним из самых шокирующих эмоциональных поворотных моментов в истории. Эшреф будет испытывать огромное чувство вины, когда поймет, что Нисан пошел на этот риск ради него, ради Афры и ради того, чтобы правда вышла наружу. Эта правда еще больше укрепит преданность Эшрефа Нисану, но также сделает его более защитническим, жестким и опасным. Появление старика укажет на то, что будут открыты темные тайны прошлого. Противостояние старика и Эшрефа заставит его вернуться к первому греху, первому преступлению и первому кровопролитию, которого он избегал до сих пор. Это противостояние вновь сделает тюремное заключение серьезной угрозой в судьбе Эшрефа. События с участием Фарука, Харуна и Айтан углубят темы предательства и жертвенности. Попытки Фарука найти Айтан пересекутся с темными играми Кинана, а продолжающаяся работа Харуна на Кадира еще больше обострит конфликт.
Это расширит сферу борьбы Эшрефа. Тем временем в темноте между Гурдалем и Ганджей появится редкий проблеск надежды. Решение Гурдала взять на себя ответственность за своего ребенка, жениться на Гондже и принять на себя свои обязанности прояснит, что представляет собой система, которую защищает Эшреф. Этот союз будет символизировать, почему Эшреф борется и почему он хочет свергнуть эту систему. Итак, в этом эпизоде и трейлере сюжет примет более жесткий, мрачный и необратимый оборот. Эшреф будет рисковать своей свободой, стремясь к лидерству, Нисан будет раздираема конфликтом между местью и совестью, а Кадир и Динчер начнут тонуть в ловушках, которые сами же и расставили. С этого момента никто не останется невиновным, каждое решение будет иметь тяжелые последствия, и история будет двигаться к горькой судьбе, порожденной потерями. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.